Дорогие зрители, сегодня вас ждет путешествие по самым опасным и пугающим местам на нашей планете. От отравленных рек и заброшенных городов, до территорий, где сама природа становится смертельной угрозой для человека. Устраивайтесь поудобнее и досмотрите до конца, потому что некоторые факты действительно могут вас удивить. Начнем с города-призрака в Восточной Европе, который когда-то был символом прогресса и развития, но в один момент превратился в место, откуда люди бежали, оставив все: улицы, школы, дома и даже игрушки в квартирах. После катастрофы население было срочно эвакуировано, и с тех пор город постепенно поглощает природа. Деревья прорастают сквозь асфальт, здания разрушаются, а атмосфера тишины создает ощущение, будто время остановилось, несмотря на то, что сегодня сюда иногда приезжают туристы. Территория все еще остается опасной из-за последствий радиационного заражения. Далее мы переносимся в Юго-Восточную Азию, к реке, которую называют одной из самых загрязненных на планете. Воздух здесь пропитан запахом гниющих отходов и химии. Уровень загрязнения превышает допустимые нормы в сотни и тысячи раз. Миллионы людей вынуждены использовать эту воду для жизни, несмотря на то, что она вызывает тяжелые заболевания. Промышленность и отсутствие инфраструктуры сделали эту реку настоящей экологической катастрофой. Следующая точка — изолированный остров в океане, где живет одно из самых закрытых племен на Земле. Они не принимают контактов с внешним миром и агрессивно защищают свою территорию. Никто точно не знает, сколько их осталось и как устроена их жизнь, потому что любое приближение к острову заканчивается атакой. Ученые считают, что это общество живет так же, как тысячи лет назад, полностью сохраняя древний уклад. Затем мы оказываемся в огромном мегаполисе Южной Азии, где одной из главных угроз стало не оружие и не преступность, а воздух. Густой смог покрывает улицы, и уровень загрязнения настолько высок, что буквально отравляет людей, вызывая хронические заболевания и сокращая продолжительность жизни. И даже находясь дома, люди не могут полностью защититься от этой проблемы. Дальше нас ждет вулкан в тропическом регионе, который сотни лет считался безопасным, но внезапно проснулся, выбрасывая пепел, газ и лаву. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а территория вокруг превратилась в опасную зону, где жизнь стала невозможной. Извержения продолжаются до сих пор, напоминая о том, насколько непредсказуема природа. Затем мы переносимся в Южную Америку, к одной из самых опасных рек мира, где в густых джунглях скрываются хищники и ядовитые существа. От гигантских змей до агрессивных рептилий и рыб, способных нанести серьезный вред человеку, это место поражает своей красотой, но одновременно представляет смертельную угрозу. Следующая точка — одна из самых жарких и враждебных зон на Земле, где температура не опускается ниже экстремальных значений, а воздух наполнен ядовитыми испарениями. Кислотные озера, гейзеры и вулканическая активность делают это место практически непригодным для жизни. Даже ученые называют экспедиции сюда настоящим испытанием. Далее мы отправляемся на самую высокую точку планеты, где условия настолько суровы, что даже опытные альпинисты рискуют жизнью. Нехватка кислорода, экстремальный холод и сильнейшие ветры делают восхождение смертельно опасным. Здесь каждая ошибка может стать последней. Затем мы оказываемся в густонаселенных районах Южной Америки, где бедность и преступность создают собственные законы выживания. Улицы здесь могут быть опаснее дикой природы, а люди живут в условиях, где безопасность не гарантирована. Следующая остановка — регион, пострадавший от мощной природной и техногенной катастрофы. После разрушительного удара стихии произошел выброс
опасных веществ. Тысячи людей были эвакуированы, а территории вокруг надолго стали зоной риска. Даже спустя годы последствия ощущаются до сих пор. Далее мы переносимся в регион, где ежегодно формируются мощнейшие атмосферные явления, способные разрушать города за считанные минуты. Здесь природа показывает свою силу, уничтожая все на своем пути. Затем мы оказываемся в пустынной долине, где жара достигает экстремальных значений. И даже короткое пребывание без подготовки может закончиться трагически. Это место считается одним из самых суровых на планете. Дальше нас ждет морской регион, где пиратство стало серьезной угрозой для судоходства. Вооруженные группы атакуют корабли, требуя выкуп, и долгие годы это оставалось проблемой мирового масштаба. Затем мы переносимся на небольшой остров, который выглядит как рай на земле, но на самом деле является одним. Это создает ощущение странной и пугающей тишины. Затем из самых опасных мест, потому что буквально кишит ядовитыми змеями, их количество настолько велико, что человеку практически невозможно безопасно находиться там. Далее мы оказываемся в современном городе, который был построен для тысяч людей, но остался практически пустым. Улицы, здания и инфраструктура есть, а жизни нет. Это создает ощущение странной и пугающей тишины. Затем нас ждет остров с уникальной природой, где обитают дикие животные, способные представлять угрозу человеку, несмотря на кажущуюся безопасность. Здесь нужно быть крайне осторожным. Дальше мы спускаемся глубоко под землю, в пещеру, где находятся гигантские кристаллы. Это место поражает своей красотой, но температура и влажность делают пребывание там смертельно опасным. И, наконец, мы подходим к озеру, которое выглядит как кипящий котел. Вода в нем достигает температуры, близкой к кипению, а воздух вокруг наполнен опасными испарениями. Это еще одно напоминание о том, что природа может быть не только прекрасной, но и смертельно опасной. Если собрать все эти истории вместе, становится ясно, что Земля — это не только дом для человека, но и место, где существует множество угроз, о которых мы даже не задумываемся. И, возможно, самое важное — помнить, что природа всегда сильнее, чем мы думаем. Спасибо за просмотр. Если эта история вас впечатлила, напишите в комментариях, из какого вы города и какое место показалось вам самым опасным. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще больше сильных и захватывающих историй.